Привет! Я уверен, у каждого из вас когда-то появлялась идея построить город, и не всегда эти попытки увенчались успехом. Этим видео я открываю рубрику «Строительство города», в которой я буду показывать, как я строю город, а также давать полезные советы, которые сделают ваш город лучше. Итак, для начала нам нужно определиться с версией Minecraft, на которой мы будем строить город. Здесь есть много факторов. Если вы хотите строить город с модами, то скорее всего вам подойдет версия 1.12.2, поскольку именно на этой версии на данный момент больше всего модов, так что вы сможете сделать сборку модов на свой вкус. Если же вы хотите строить на ваниле, то я советую 1.18.2. Причин здесь несколько. Во-первых, на данной версии уже много оптимизирующих модов, как на Forge, так и на Fabric. Они повысят FPS и стабильность игры, что для Майнкрафта очень важно. А во-вторых, на данной версии много разнообразных блоков, которые дадут вам широкий выбор при строительстве. Лично я строю на версии 1.18.2 с модами на Forge. Я выбрал 1.18.2, а не 1.12.2, потому что она лучше оптимизирована с модами, а также потому что на нее доступно уже довольно большое количество модов, что позволило мне собрать свою удобную и полезную сборку для города. Теперь нам нужно решить, где мы будем строить город. Есть три варианта. Первый, самый неудобный, это строить город в обычном мире. Минус в том, что нужно будет постоянно делать много терраформирования из-за непригодности ванильного ландшафта. Второй вариант – это строить город в суперплоском мире. Плюсы данного метода в том, что ландшафт изначально идеален для города. Также высота мира огромная, что позволит строить высокие небоскребы. И немаловажно то, что можно подстроить шаблон мира под себя. Это делается при создании мира. В описании я оставил ссылку на гайд по настройке плоского мира. Минус данного метода в том, что ландшафта нет от слова совсем, то есть его нужно будет строить вручную, что заберет кучу времени. Третий вариант, который я и выбрал, это взять карту с красивым реалистичным ландшафтом и строить город на ней. Плюс здесь по сути один – это красивый ландшафт, а минус – это постоянная потребность терраформирования территории по мере расширения города. Лично для меня первое преимущество данного способа перекрывает данный минус, а вы выбираете, какой способ подходит вам больше всего. Карта, на которую я строю, я нашел на сайте Planet Minecraft. Ссылку на карту я оставлю в описании. Карта представляет собой северноевропейский ландшафт с горами и реками. Мне данный ландшафт подходит практически идеально из-за графического расположения страны, в которой находится мой город. Про историю страны и города я расскажу чуть позже. Приступаем к строительству. Итак, вначале я занялся терраформированием. С этим мне поможет мод World Edit. Я буду использовать команды Brush и Mask. При помощи первой из них я дам инструменту свойство заменять блоки на воздух в любом радиусе, а вторая задаст фильтр инструменту. Другими словами, скажет ему, какие блоки он может заменять. В результате я удаляю только деревья и растительность. Теперь поверхность готова к терраформированию. Способов по изменению ландшафта много, я покажу для начала один из них. Выделяем линию земли с глубиной в несколько блоков, заменяем их на блоки травы. Затем расширяем наше выделение в высоту на 30 блоков, выбираем сторону, в которой мы будем сглаживать ландшафт, и прописываем команду Stack 100. Тем самым мы заменяем территорию, на которую мы смотрели, на гладкую. Таким способом я заранее очистил огромную территорию для города. Я не хочу сейчас подробно объяснять, как использовать эти команды, за меня это лучше сделали другие ребята. Я оставил ссылки на хорошие гайды по World Edit в описании. Затем я занялся дорогами, для них у меня есть мод Road Stuff. Сами дороги у меня 9 блоков в ширину, к ним я добавляю тротуары минимум 3 блока в ширину. Ванильный вариант дороги будет выглядеть так. Также вдоль дорог я иногда ставлю небольшие деревья для большего озеленения города. Дороги, конечно, должны иметь освещение и лавочки. Фонарные столбы вы сейчас видите на экране. Их особенность в том, что я ставлю невидимые источники света для усиления освещения. Невидимые источники света можно получить, прописав данную команду. Она также будет в описании. Данная дорога является основной небольшой дорогой города. Другие типы дорог я буду использовать для главных дорог, сельских дорог или шоссе. Ну, про дороги я все рассказал. Переходим к зданиям. Но перед этим я хочу сказать важную деталь. Некоторые постройки я иногда беру у других градостроителей или на сайтах и адаптирую или изменяю их. Мне в первую очередь хочется сделать красивый и качественный город, а времени это занимает просто кучу. Поэтому для ускорения работы я беру иногда постройки других ребят. Когда я буду показывать постройку, которая не является моей, я буду на это указывать, упомяну автора и оставлю на него ссылку в комментариях. Итак, первое здание, которое я расположил, это школа. Она была построена Ником в 19 серии рубрики «Строительство города». Школа представляет собой сильно модернизированную N-образную школу советских времен. Мне очень нравится ее внешний вид и ее обустройство, поэтому я в ней практически ничего не менял. Из изменений я подредактировал актовый зал и засадил местность реалистичными деревьями. Также рядом со школой находятся две небольшие постройки. Первая – это кафе. Я подумал, было бы классно, если у школьников была бы альтернатива школьному питанию. А вторая – это небольшой ларек. Но где же еще школьникам покупать гастрит? Ой, то есть чипсы. Очень жаль, что в Майне нельзя красиво реализовать полки с продуктами. Без них магазины выглядят пустыми и безжизненными. Следующая постройка – это здание ЖКХ. Она тоже была построена Ником в 17 серии рубрики «Строительство города».
ЖКХ – это жилищно-коммунальное хозяйство. Это сфера, которая отвечает за организацию и обеспечение жилищно-коммунальных услуг в жилых домах. Это подразумевает собой энергетическое снабжение, водоснабжение, водоотведение, содержание и уборка зданий, прилегающих территорий, управление многоквартирными домами и так далее. Здание, по сути, представляет собой офисы для рабочих и склады с оборудованием. Из изменений я полностью переработал забор, у Ника он был громоздким, больше подходил для какого-то военного объекта. Также на задней парковке стоят гаражи с автомобилями. Гаражи, кстати, я скорее всего в будущем переделаю под свой стиль. Напротив него расположена пожарная часть. Про это здание объяснять нечего, уверен, вы все и так знаете. Из особенностей на заднем дворе есть площадка с разными препятствиями и тренажерами для пожарных. По моей задумке здание довольно старое, то есть является небольшой архитектурной достопримечательностью. Следующая постройка, про которую я хочу рассказать, это телекоммуникационная вышка. Она используется для различных целей, включая предоставление связи и доступа к интернету, передача сигналов телевидения и радиовещания, мониторинг окружающей среды. Также телевышки часто используются в экстренных ситуациях, например, при стихийных бедствиях. Для ее строительства я использовал бетонные полублоки, вертикальные плиты и ступеньки из модов. Мне очень нравится, как она вписалась в город, она добавляет неповторимую изюминку в общую атмосферу. Напротив нее расположен хлебзавод. На данном предприятии, как ни странно, производят хлебобулочные изделия. Например, хлеб, кондитерские изделия, торты и тому подобное. Предприятие состоит из двух корпусов – административного и производственного цеха. Интерьер я не обустраивал, поскольку не имею ни малейшего представления, какие комнаты там должны быть. А делать анадомные комнаты мне не очень хочется. Интерьер я отложу на будущее. Снаружи также можно увидеть парковки для рабочих и грузовиков с сырьем. Данной постройкой я тоже очень доволен. Недалеко от хлебзавода я построил гаражный кооператив. Это буквально охраняемая территория с гаражами, в которых люди, приобретшие его, могут там хранить автомобиль и любого рода вещи. Для большей вместимости у каждого гаража предусмотрен подвал. На территории также есть мусорные баки, биотуалеты, а также будка охранника. На другом конце города я расположил продуктовый магазин. При его постройке я вдохновлялся дизайном популярного немецкого магазина Kaufland. Вот его фотографии. Правда, магазин еще не достроен, интерьеры я еще не делал, займусь этим чуть позже. Ну и последняя уникальная постройка на сегодня – это парк с церковью. В городе должно быть много мест, где жители могут комфортно отдохнуть от тяжелого рабочего дня, и эта постройка является одним из таких мест. Парк включает в себя большую детскую площадку, площадь с фонтаном, церковь и площадь с памятником. Детскую площадку построил Ник, и я не могу сказать точно в какой серии, скорее всего где-то в 19 серии рубрики «Строительство города». Все остальное построил я сам. Церковью я вдохновился от одного билдера в инстаграме, вот скрин его постройки. Я построил церковь немного в своем стиле, отчего мне она еще больше нравится. Напротив церкви находится фонтан с клумбами. Клумб, кстати, в парке много. Левее от церкви я расположил площадь с памятником. Памятник посвящен рыцарю Тихомиру Бесстрашному. Я еще не придумал, чем именно он прославился, но предположительно он сделал что-то бесстрашное. Как я и сказал, с уникальными постройками все. Теперь переходим к жилым домам и дворам. На данный момент жилых домов у меня 5 типов. 4 из них построены Ником в 19 серии рубрики «Строительство города». Я их практически не менял. А пятое здание построено билдером Сенька во второй серии рубрики русского города Майнкрафт. Здание является копией реального советского панельного здания с названием «Свечка». Я его переделал под свой стиль, но интерьер еще предстоит сделать. В каждом дворе я стараюсь ставить детскую площадку, много лавочек, и если позволяет место, то ставлю мини-парки или площади. Также, как вы могли заметить, я использую не ванильные деревья, а кастомные. Мне никогда не нравились ванильные деревья, поэтому я всегда использую вручную построенные. Я их храню в виде схематики для мода World Edit и легко использую в любой момент. В общем, я стараюсь сделать город достаточно зеленым и комфортным для жизни. Также участник моего дискорд-сообщества Владис прислал мне 3 заправки, построенные им же для моего города. Я их слегка модернизирую и использую в своем городе. Спасибо большое, Владис, еще раз. В моем дискорд-сообществе я собираю комьюнити градостроителей. В нем вы сможете получить совет по вашей постройке, оценить чужие постройки и пообщаться. Также я пишу туда про анонсы и новости города, и иногда выкладываю материалы, которые войдут в ролик. Например, вот анонс большой постройки, которая войдет в следующий ролик. В Дискорде я выложил это видео без блюра. Так что присоединяйтесь и становитесь частью нашего сообщества. Теперь я расскажу про историю города и страны. Я решил, что будет намного интереснее придумать свою страну и ее историю, чем строить уже в существующей. Так что лор, который я озвучу дальше, придуман мной. Страна, в которой находится мой город, это Карелия. Карелия – это реальный регион, а в данный момент субъект Российской Федерации. Данный лор описывает альтернативную историю Карелии.
Решающие события истории Карелии произошли в конце 20 века. В 1991 году, 7 декабря, Народное ополчение Карелии объявило о независимости и выходе из состава СССР. Российская Федерация не признает независимость Карелии и 28 марта 1992 года начинает войну с целью удержания земель Карелии и Мурманской области под свой контроль. Карелия запрашивала помощь у скандинавских стран и НАТО, но поначалу ей отказывали. Спустя год войны Карелия не была захвачена, она потеряла менее 20% своих территорий и храбро защищала свои земли. 12 апреля 1993 года на конференции стран НАТО было принято важное решение о начале поставок легкого вооружения Карелии. Лето 1993 года стало переломным моментом. Поставки вооружения уже шли полным ходом. Армия Карелии начала контрнаступление на всех направлениях. Из-за больших экономических и социальных проблем в стране Российская Федерация уже в октябре начала предлагать мирные переговоры. Неофициальные мирные переговоры шли 2 месяца, на протяжении которых Карелия деоккупировала все больше и больше территорий. 16 декабря обе страны пришли к компромиссу. По итогам мирных переговоров 17 декабря Карелия уступает Карельский перешеек и часть южных и восточных территорий. Российская Федерация, в свою очередь, признает независимость Карелии в утвержденных на мирной конференции границах. Также Российская Федерация потребовала гарантии от Карелии и НАТО, что Карелия никогда не вступит в НАТО. 17 декабря 1993 года завершилась русско-карельская война. Этот день стал одним из важнейших в истории Карелии. Ну что ж, я рассказал краткую версию лора, полную версию вы сможете прочитать в Дискорд-сообществе в канале «История города». Стоит сказать, что лор не идеален, если вдуматься, то можно найти несколько нелогичностей. Одна из них это то, что само восстание не могло произойти из-за демографии в регионе. По переписи 1989 года Карелия составляла всего 10% от общего населения, что очень мало для восстания. Другая нелогичность это то, что на территории Карелии и Мурманска находился большой ядерный потенциал, и если Карелия его не отдавала, то война вряд ли бы началась. В общем, я еще думаю над лором, что тут сказать. У меня еще даже нет истории самого города, так что в следующих выпусках вы увидите продолжение лора. Ну что, подведем итоги. В этом видео я рассказал рекомендации по тому, как начать строить город. Подробно рассказал про свой город и лор страны. Я надеюсь, вам понравился ролик. Если так, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Не обещаю, но надеюсь, через месяц увидимся в новом ролике. Пока!